Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 самых неожиданных фактов, которые расскажут о нашем мире. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Ученые провели эксперимент с кошками и собаками. Тем и другим животным демонстрировали, как агрессивный человек якобы нападает на их хозяев, а затем этот же человек предлагал животным угощение. В то время как собаки отказывались брать еду у человека, явно проявившего агрессию в адрес их хозяев, поведение кошек от этого никак не менялось. Следует учесть, что собаки изначально стайные животные, а кошки – нет, им свойственно заботиться только о себе. 2. Южноамериканские речные черепахи общаются внутри яиц. У черепах нет голосовых связок, а уши находятся внутри, поэтому ученые полагали, что животные глухие и не общаются с помощью звуков. Однако исследования показали, что черепахи коммуницируют на очень низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и улюлюканье. Все это можно услышать только через гидрофон, микрофон, используемый под водой. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится животное. Ученые предполагают, что такие разговоры помогают всем черепашатам вылупляться одновременно. 3. Все сорта чая происходят от одного и того же растения, но различаются по степени ферментации, окисления чайного листа. Зеленый чай получается из неокисленного или слабо окисленного листа. Черный чай, напротив, проходит сильное окисление. Остальные виды чая, такие как белый, желтый, улун и другие, находятся по степени окисления между черным и зеленым чаем. 4. Исследования с использованием методов нейроимиджинга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография, показывают, что когда актер полностью погружается в роль, активность в частях его мозга, ответственных за самоотражение и самовосприятие, снижается. Это явление называется потерей себя в роли и связано с тем, что актер полностью переживает персонажа, забывая о своем реальном «я». Эта измененная активность мозга может помочь актеру более убедительно воплотить образ и показать более правдоподобные эмоциональные переживания персонажа. 5. Елизавета II во все поездки брала с собой свой чайник и 2 пакета собственной крови. Кровь была нужна на случай травм и необходимости переливания. А что касается чайника, то королева его просто обожала и возила с собой, чтобы угощать себя и компаньонов своим любимым чаем с бергамотом, который она пила без сахара и без молока. 6. Хрущевки разработали не в СССР. Первые такие дома строили в 1920-х годах в Германии и Нидерландах, архитекторы, которые представляли движение «Новое строительство». В их числе были Ле Корбюзье, Эрнст Май, Адольф Лосс и другие. Эрнст Май в 1930-1933 годах работал в Советском Союзе, в том числе в Магнитогорске. 7. Поскольку можно сказать, что птицы – это динозавры, а точнее специализированные динозавры-тероподы из группы манирапторов, на Земле сегодня обитает больше видов динозавров, чем млекопитающих. Млекопитающих на планете насчитывается около 6500 видов, в то время как птиц – 5000 видов только воробьинообразных. А в целом сейчас известно 10 933 вида ныне живущих птиц, 19 883 подвида, а также 160 видов, вымерших по вине человека после 1500 года. 8. В Германии изначально не было енотов, их завезли в страну в 1920-х годах с целью разведения для получения пушнины. В начале Второй мировой одну из енотовых ферм разбомбили, и нескольким енотам удалось сбежать. Они так расплодились, что в наши дни миллионы енотов наводняют немецкие города, нанося ущерб городскому и садовому хозяйству. 9.
Граф Сэндвич, известный тем, что, согласно легенде, изобрел бутерброд из мяса и хлеба, также имел отношение к газировке. В XVIII веке морские путешествия были трудным делом из-за проблем с пресной водой, она застаивалась и гнила в трюмах. За решением Сэндвич обратился к химику Джозефу Пристли, который пытался разработать метод газирования воды. Пристли считал, что вода, насыщенная газом, вкуснее обычной. Газ к тому же делал воду слегка кислой, повышая ее антимикробные свойства. Сэндвич оказал поддержку исследованиям Пристли. Для дополнительной защиты от малярии в воду стали добавлять хинин, а затем листья и экстракты других растений для освежающего эффекта. Позднее из этого опыта развилась технология производства различных газированных напитков. 10. Всемирно известный классический аромат Chanel номер 5 создал московский парфюмер Эрнест Бо. Он эмигрировал после революции во Францию, где создал серию ароматов, которую в 1920 году продемонстрировал Коко Шанель. Пробы были пронумерованы, Шанель выбрала номер 5, так и родился известнейший аромат Запада. 11. Крокодилы меняют зубы до 80 раз за жизнь, в среднем раз в 2 года. Поэтому крокодильи зубы всегда крепкие и белые. Они напоминают матрешку, внутри которой развиваются новые зубы. 12. Кристофер Хейвенс, будучи осужденным и сидя в тюрьме, изучил высшую математику и решил извечную математическую головоломку, над которой ломал голову еще сам Евклид. В процессе решения Хейвенс впервые обнаружил некоторые закономерности в приближении большого класса чисел. Результаты своих вычислений он опубликовал в научном журнале «Исследования в области теории чисел» в январе 2020 года. 13. Первые телевизионные пульты работали без батареек. Они назывались кликерами и работали при помощи ультразвука. При нажатии кнопки пульт механически производил щелчок ультразвуком определенной частоты, который телевизор улавливал и производил требуемое действие. Кликер обладал всего несколькими кнопками, при помощи него можно было переключить канал на следующий, убавить или прибавить звук, а также выключить телевизор. 14. На картинах и статуях Древнего Египта фараонов изображали с церемониальной накладной бородой, указывающей на их божественное происхождение. Некоторые историки считают, что накладная борода фараона символизировала луч солнца. А так как сам фараон считался богом, сыном бога солнца Ра, то борода из золотых нитей могла сигнализировать о божественности, которую излучает молодой фараон своим ликом. Изображения женщин-цариц, например, Хатшепсут, часто тоже украшены этой бородой. 15. Причина, по которой европейские монархи так часто переезжали из одного дворца в другой, связана с проблемами гигиены. Когда король и его свита заселялись в новую резиденцию, уже через неделю воздух в комнатах становился едким от запаха объедков и испражнений домашних животных, а также от небрежности и недостаточной гигиены придворных. Это делало проживание во дворцах невозможным, поэтому монархи собирались и переезжали в новое место. 16. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, которого наградили и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую – за опыт с левитацией лягушки при помощи магнитов. Ученый отличается своеобразным юмором. Одно из подтверждений тому – статья о диамагнитной левитации, в которой соавтором Гейма был указан его любимый хомяк Тиша. Впоследствии эта работа использовалась при получении степени доктора философии. 17. С 1850-х годов парижане разводят на крышах домов пчелиные ульи. Говорят, что мед городских пчел самый вкусный. 18. В практике средневекового персидского врача Авиценны был такой случай. К нему привели истощенного человека, считавшего себя коровой.
Человек отказывался есть, несмотря на то, что погибал от голода. Врач пошел на хитрость, он притворился мясником и уговорил пациента есть больше, поскольку тот слишком тощая корова. Пациент послушался и стал нормально питаться. Это восстановило его здоровье, и бред прошел сам собой. 19. Винни-Пуха на самом деле зовут иначе. Когда медвежонка принесли из магазина домой, его назвали Эдвардом. Винни-Пух – это прозвище, которое Кристофер Робин придумал в честь медведицы Виннипег, которую он видел в зоопарке. Вместо фамилии в книге Милн используют слово «бэр» – «медведь». Получается, что полное имя Винни-Пуха может звучать как Эдвард Винни-Пух-медведь. 20. Мало кто знает, что у Влада Дракулы был младший брат, и звали его Раду Прекрасный. Он был принцем княжества Валахии и принадлежал к роду Дракулешти династии Басарабов. Раду был известен своей физической красотой и дипломатическими способностями, которые часто использовал для ведения переговоров с османами и сохранения своего положения в политике. Жаль, Брэм Стокер не включил и его в свое произведение. Интересный, наверное, получился бы персонаж. 21. Настоящее имя художника Ивана Айвазовского – Аваннес Айвазян. Фамилия Гайвазовский появилась в документах после переезда семьи в Феодосию, когда отец семейства решил записывать ее на польский манер. 22. Веганы – это люди, которые не едят ничего, полученного от животных, то есть не только мясо, но также яйца и молоко. Но даже фрукты не всегда бывают веганскими. Например, многие супермаркеты проводят обработку плодов шеллаком, природной смолой, получаемой от насекомых червецов из Индии, чтобы они дольше сохранялись. Это делает фрукты неподходящими для веганской диеты. 23. 10 золотых медалей Олимпийских игр в Сочи содержали фрагменты Челябинского метеорита, который взорвался в 2013 году на высоте 23 километра в окрестностях Челябинска. 24. Оказывается, Санта-Клаус изначально был худым. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худая и толстая версии Санты существовали одновременно до 1930-х годов, а затем появилась знаменитая рекламная кампания Кока-Колы, в которой Санта был в своем толстом воплощении. Так этот образ популяризировался и закрепился. 25. У здорового человека сердце в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту. Если число ударов более 100, это называется тахикардией. При этом самое быстрое сердцебиение, когда-либо зарегистрированное у человека, составляло 600 ударов в минуту. 26. Спагеттификация – это настоящий научный термин, которым обозначают то, что происходит с объектом, который попадает в черную дыру. Термин появился после того, как Стивен Хокинг заявил, что если кто-нибудь попадет в черную дыру, его растянет, как спагетти. 27. У крупных яиц скорлупа тоньше, чем у мелких, потому что количество формируемой скорлупы не меняется в зависимости от размера яйца. 28. Согласно исследованию Университета штата Иллинойс, музыка повышает продуктивность любого вида работы на 6,3%, а прослушивание классической музыки может увеличить продуктивность на 15%. 29. Джинсы традиционно окрашивали именно в синий цвет из-за особенностей взаимодействия хлопковой ткани с натуральным красителем индиго. Большинство натуральных красителей проникают сквозь хлопковые волокна, но молекулы индиго прикрепляются к их поверхности. Со временем часть пигмента вымывается, придавая джинсам их характерный выцветший вид. 30. Книжными червями называют не только ботаников-книголюбов с целью подразнить. Книжный червь – это общее название насекомых, способных поедать книги.
Чаще всего бумагу и переплеты прогрызают личинки различных видов, включая тараканов, жуков и моль. Некоторые из них внешне напоминают червяков, отсюда, вероятно, и произошло название. 31. В 1960-е годы The Beatles хотели снять собственную версию «Властелина колец» с Джоном Ленноном в роли Голлума и Полом Маккартни в роли Фродо Бэггинса. Но автор романа, Джон Рональд Руэлл Толкин, был против, поэтому этот вариант фильма мы никогда не увидим. Придется пересматривать ставшую классикой работу Питера Джексона. 32. Лингвист Джордж Ципф открыл такую закономерность: чем чаще используется какое-либо слово, тем оно короче. Интересно, что это правило действует не только в масштабах целого языка, но и в просто длинных текстах, например, в книгах. Интересно, что это касается любого языка. Это явление назвали законом Ципфа. 33. Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании, СРН и CPH. 34. Надпись не содержит холестерина на растительном масле, всего лишь рекламный трюк, ведь холестерин может содержаться только в животном жире. 35. Когда-то в Макдональдс готовили брокколи со вкусом жевательной резинки. К счастью, те, кто тестировал новое блюдо, не оценили попытку заставить детей есть более здоровую пищу, их смутил странный вкус. 36. На создание одной из первых пар кроссовок Nike Бауэрмана вдохновила вафельница. В 1950-х годах Билл Бауэрман был тренером по легкой атлетике, и ему совсем не нравилось, как делали кроссовки. Он первым создал обувь Кортес, но все равно был недоволен, он хотел сделать кроссовки легче, чтобы их можно было носить где угодно. Однажды в 1970 году он завтракал вафлями, когда ему пришла идея использовать текстуру блюда для изготовления подошвы кроссовок. Вафельные подошвы увидели свет в 1972 году во время Олимпийских легкоатлетических испытаний в Юджине. 37. Есть только одна буква, которой нет ни в одном названии штата США. Вы найдете Z в Аризоне, J в Нью-Джерси, а X сразу в двух штатах – Нью-Мексико и Техасе. Но ни в одном из 50 названий не встречается буква Q. 38. Александр Флеминг был одним из тех ученых, которые случайно совершили научный прорыв. В 1928 году бактериолог оставил чашку Петри в своей лаборатории и ушел в отпуск, а когда вернулся, он обнаружил, что некоторая жидкость вокруг плесени убила бактерии. Так он получил первый в мире антибиотик. Но прежде чем наречь его пенициллином, Флеминг назвал его соком плесени. 39. Собаки нюхают приятные запахи левой ноздрёй. Как правило, когда запах новый или сигнализирует об опасности, собаки используют правую ноздрю. Но если они ищут что-то приятное, еду или партнера, они переключаются на левую сторону. 40. Авокадо назвали в честь определенных элементов мужского организма. Коренные жители Мексики и Центральной Америки использовали слово «авокадо» и для обозначения этих элементов, и для обозначения этого плода тропического дерева. А в США плоды продавались как аллигаторовые груши. Так происходило до тех пор, пока не прижилось нынешнее название. 41. Бетховен не умел ни умножать, ни делить. Один из величайших композиторов в истории музыки учился в латинской школе под названием Террациний. И хотя там он учился математике, музыкант никогда не умножал и не делил, а только складывал числа. Однажды, когда ему нужно было умножить 62 на 50, он 50 раз записал число 62 и все сложил. 42. Сотрудник Pixar случайно удалил эпизод из истории «Игрушек 2» во время продакшена. Сооснователь Pixar Эд Кэтмилл написал в своей книге «Корпорация гениев».
как управлять командой творческих людей, что всего за год до выхода фильма кто-то ввел определенную команду на диске, где были сохранены файлы и сцены начали удаляться. На воссоздание того, что было удалено, потребовался бы год, но, к счастью, у другой сотрудницы дома была резервная копия всего фильма. 43. Повесть о Гэндзи, написанная Мурасаки Сикибу в XII веке, считается первым в мире романом. После прочтения 54 тщательно продуманных глав, читатель внезапно останавливается на середине предложения. По мнению одного переводчика, именно такой и была задумка автора. Другие считают, что в романе не хватает нескольких страниц. 44. Первые апельсины родом из Юго-Восточной Азии. Цитрусовые были гибридом мандарина и помела и имели зеленый цвет. В более теплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, апельсины все еще остаются зелеными в течение всего периода созревания. 45. В Шотландии есть 421 слово для обозначения снега. Например, снисл означает, что дождь или снег только-только начинаются, фифл используется для обозначения снежного вихря, а флангинкин для небольшого легкого снега. 46. Человек с самым низким голосом в мире может издавать звуки, которые не слышат люди. Тим Стормс, который дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого низкого голоса, может спеть ноту, которая на 8 октав ниже самой низкой соль на фортепиано. Но услышать ее могут только слоны. 47. Когда в Европе только появились помидоры, европейцы боялись их есть. Ученые считают, что Эрнан Кортес привез семена в 1519 году с намерением использовать их в декоративных целях, украшать сады. К 1700 годам аристократы потихоньку начали есть помидоры, но они были уверены, что фрукты – это яд, от которого умирали люди. На самом же деле кислотность помидоров приводила к выделению свинца в оловянных тарелках. Так что, по сути, люди погибали от отравления токсичным элементом, а не красными плодами. 48. Глиттер был сделан на ранчо. Изобретение рассыпчатых блесток приписывают скотоводу из Нью-Джерси, и, конечно же, это открытие было полной случайностью. Просто Генри Рушман из Бернардсвилля дробил пластик, пытаясь от него избавиться, и таким образом создал глиттер. Произошло это в 1934 году. 49. Авраам Линкольн был барменом. Лицензию Линкольна на продажу определенных напитков нашли в 1930 году и тут же выставили в винном магазине Спрингфилда. Уэйн Темпл, эксперт по биографии Линкольна, рассказал, что в 1863 году Конгресс хотел уволить Улисса Гранта, потому что тот много пил, а Линкольн в ответ лишь послал Гранту партию напитка, получаемого из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. 50. В 2015 году в космос отправили кофеварку. Саманта Кристофоретти – первая женщина-астронавт из Италии, которая на орбите получила теплую частичку дома – кофе. Кофемашина была разработана в Италии совместно с известным производителем кофе Лаваза и доставлена на МКС вместе с продовольствием и оборудованием для научных экспериментов. 51. Изобретатель трехколесного велосипеда лично доставил 2 экземпляра королеве Виктории. Когда в 1881 году королева Виктория была в турне по острову Уайт, ее лошадь и повозка не смогли угнаться за женщиной, которая ехала на трехколесном велосипеде. Королева заставила слуг остановить женщину, чтобы та смогла продемонстрировать королеве свой транспорт. Заинтригованная открытием, королева заказала сразу 2. Она попросила, чтобы изобретатель Джеймс Старли лично доставил ей велосипеды. И хотя сейчас мы ассоциируем трехколесные велики только с малышами, среди королевской элиты они считались крутым средством передвижения.
Ну а личная доставка от самого производителя определенно была королевским бонусом. 52. Технический арахис – это не орех. Это бобовые. Согласно справочнику Мерриэм-Вебстера, орехом называется сухой фрукт или семя в твердой оболочке с отделяемой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Выходит, грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки тоже не орехи, а семена. 53. Пожарные используют увлажняющие реагенты, чтобы сделать воду более влажной. Химические вещества уменьшают поверхностное натяжение простой воды, поэтому она легче растекается и лучше впитывается в предметы. Из-за этого ее часто называют мокрой водой. 54. Салфетки Kleenex предназначались для противогазов. Когда во время Первой мировой возникла нехватка хлопка, компания Kimberly-Clark разработала тонкий плоский заменитель, который военные использовали в качестве фильтра в противогазах. Первая мировая закончилась до того, как ученые усовершенствовали материал, поэтому компания переработала свой продукт, сделав его более гладким и мягким, а потом и вовсе начала продавать салфетки для лица. 55. Большинство диснеевских персонажей носят перчатки, потому что так их легче анимировать. Уолт Дисней, возможно, был первым, кто надел перчатки на своих персонажей, как это было в фильме 1929 года «Оперный дом» с Микки Маусом в главной роли. Но кроме более легкой анимации, есть еще одна причина, по которой Дисней остановился на перчатках. Мы не хотели, чтобы у Микки были мышиные руки, он должен был быть более человечным, рассказал Дисней своему биографу в 1957 году. 56. У коров нет верхних передних зубов. Вверху ротовой полости коровы находятся только коренные зубы. А там, где по идее должны быть верхние резцы, у коров, овец и коз, лишь толстый слой ткани, зубная подушка. Именно к ней прижимаются нижние зубы при срывании травы, срезании стеблей и листьев. 57. Мерседес изобрел машину, которой можно управлять с помощью джойстика. Джойстик для Mercedes F200 1966 года позволяет контролировать скорость и направление движения автомобиля, заменяя рулевое колесо и педали. В машине даже можно менять водительскую сторону, чтобы человек мог управлять ею с пассажирского сиденья. 58. Люди – не единственные живые существа, которые видят сны. Исследования показали, что крысам снится, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят фазу быстрого сна, цикла, в котором происходят сновидения, поэтому ученые считают, что все они могут видеть сновидения. 59. Изобретатель микроволновой печи получил за свое открытие всего $2. Перси Спенсер работал исследователем в компании American Appliance Company, ныне Raytheon, когда заметил, что радар, использующий электромагнитные волны, расплавил шоколадный батончик в его кармане. Он загорелся идеей сделать металлический ящик и использовать микроволны для нагрева пищи, но патент подал не он, а его компания. Поэтому Спенсер получил лишь бонус в размере $2 и никаких гонораров. 60. Чудовище Франкенштейна – вегетарианец. Франкенштейн и его создание – вымышленные персонажи романа Мэри Шелли. В романе чудовище говорит: «Моя пища отличается от человеческой. Я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы. Желуди и ягоды – вот все, что мне нужно». 61. В условиях высокой температуры человек может перестать потеть. Хотя обычно выделение пота увеличивается при повышении температуры, но только до определенного предела. При чрезмерном нагреве организм приостановит процесс потоотделения, чтобы избежать опасного обезвоживания, что, к сожалению, может привести к тепловому удару. В связи с этим важно регулярно употреблять воду в жаркую погоду. 62.
В 1881 году железнодорожный сигнальщик Джеймс Уайт, лишившийся ног при несчастном случае на службе, обучил бабуина по имени Джек работать на железной дороге. Бабуин успешно справлялся с обязанностями. После жалобы общественности руководство провело проверку и убедилось в его профессиональной компетентности. Джек получал за свою работу 20 центов в день и полбутылки определенного напитка в неделю. В течение 9 лет он не совершил ни одной ошибки в работе. В 1890 году Джек умер, его череп хранится в музее в Олбани, ЮАР. 63. В верхнем левом углу полотна «Крик» Эдварда Мунка 1893 года имеется маленькая надпись, которая гласит «Cancun very mallet AF Engelment», что переводится как «это могло быть нарисовано только сумасшедшим». Художник сделал эту запись собственной рукой. Предполагается, что Мунк написал это в ответ на оскорбление со стороны студента-медика Йохана Шарфенберга, который выразил сомнение в психическом здоровье художника, что сильно задело Мунка. 64. В старом английском языке было слово «пик», обозначающее красную глину, из которой делали различные предметы. Одним из них были емкости для мелких вещей и монет. Когда слово «пик» вышло из употребления, выражение «пигги бэнк» – «банк из глины» сохранилось, а к XVIII веку кто-то подумал про слово «пик» – «свинья» и создал копилку в виде глиняной свиньи. Так появилась известная свинья-копилка. 65. Математическая тревожность – реально существующий термин. Это чувство напряжения, тревоги или страха, возникающее при решении математических задач. Есть несколько гипотез возникновения этой психологической особенности, но точно известно, что она никак не зависит от уровня интеллекта. Экспериментальным путем выяснили, что примерно 11% учащихся испытывают особенно сильную математическую тревожность. 66. В начале 20 века женщины использовали для самообороны булавки с платьев и шляпок и шпильки из причесок. Особой популярностью пользовалась специальная книга руководства «Как применять булавки и зонтики, чтобы отбиваться от нахальных мужчин». Отсюда происходит выражение «подпустить шпильку», «вставить шпильку», что означает сделать язвительное замечание, неожиданно и больно уколоть собеседника. 67. Один из основателей Duty Free, миллиардер Чак Финни, отдал более 99% своего капитала, около $8 миллиардов, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей поступить в колледж. 68. Когда где-то в литературе или кино упоминают Советский Союз, обычно вспоминают Ленина, Сталина, Хрущева. Но есть одно гораздо более популярное имя. Благодаря коктейлю Молотова Вячеслав Молотов является самым упоминаемым в культуре советским политическим деятелем. 69. Большинство торговых кораблей ходят под так называемыми удобными флагами. Это флаги стран, не имеющих военных конфликтов с большинством государств и пользующихся пониженными ставками на портовые сборы. Часто для этого используют флаг Панамы. 70. Некоторые виды деревьев будто бы изо всех сил стараются не соприкасаться кронами с другими деревьями. Этот феномен называется застенчивость кроны и приводит к формированию лесного полога с каналами-пробелами. Ученые пока не знают точно, почему это происходит. 71. В XIX веке Европу охватила мода на дакский муслин, ткань, которую изготовляли в Индии из особого сорта хлопка, произрастающего только в одном месте, на берегах реки Мекна. Дакский муслин, однако, сильно просвечивал, поэтому для изготовления платьев использовали несколько слоев ткани. И все равно под дождем или прямыми солнечными лучами ткань становилась прозрачной, что вызвало среди европейцев немало насмешек и карикатур. 72. Астрофизик Нил де Грассе Тайсон подсчитал вес Мьёльнира, молота Тора.
Если принять во внимание, что молот был сделан из вещества нейтронных звезд, его вес составлял примерно 4,5 квадриллиона фунтов. Однако Marvel выпустила обменную карту «Молот Тора» в 1991 году, где говорится, что Мьёльнир сделан из уру и весит 42,3 фунта или 19,2 килограмма. Люди не могут поднять его не потому, что он тяжелый, а потому, что недостойны. 73. Международный астрономический союз договорился называть спутники Урана в честь персонажей из произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа. Среди этих названий есть Маргарита, Корделия, Джульетта, Дездемона и Офелия. 74. В 1984 году французские рабочие нашли и поймали крокодила в парижском канале Сен-Мартен. Его отправили в зоопарк, где он вырос до 2,4 метра и 250 килограмм и прожил всю свою крокодилью жизнь. 75. У Роберта Де Ниро были трудности с получением итальянского гражданства. Представители Итало-Американского национального союза считали, что человек, который играл в кино мафиози, может испортить общественный имидж итальянцев. 76. В 2004 году волосы астронавта Нила Армстронга были проданы за $3000. Покупатель, Джон Резников, занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос знаменитостей. А парикмахеру Марксу Сайзмару, который стриг Армстронга, угрожали судом за то, что Сайзмар нарушил закон Огайо, защищающий права известных людей. Парикмахер отказался платить штраф, а Резников сказал, что не вернет волосы, но пожертвует $3000 на благотворительность. 77. Томас Эдисон – причина, по которой вы любите видео с котиками. Благодаря изобретению Эдисоном кинематографа в 1892 году он впервые смог записывать движущиеся изображения. Он снимал короткие клипы в своей студии под названием Black Maria. В некоторых его короткометражках изображены известные люди, например, женщина-стрелок Энни Окли и шоумен Баффало Билл, но настоящими звездами стали боксерские коты. Вы можете найти в интернете видео, на котором Эдисон запечатлел очаровательных кошек на боксерском ринге примерно в 1894 году. 78. Во время съемок фильма «Троя» по роману Гомера «Илиада», где Брэд Питт сыграл отважного греческого героя Ахиллеса, актер повредил ахиллово сухожилие, из-за чего съемочный процесс пришлось отложить на 2 месяца. Ирония в том, что по легенде уязвимое место непобедимого Ахиллеса – ахиллесова пята. 79. Взрослые кошки не переносят лактозу. Если кормить кошку молоком, она может заболеть. Как и у некоторых людей, у взрослых кошек недостаточно фермента лактазы для переваривания лактозы из молока. Это вызывает у животных рвоту, диарею или метеоризм. Кошки переносят молоко лишь при рождении и в первые годы их жизни. 80. Во Франции есть биогазовая установка, которая перерабатывает отходы шоколадной фабрики Марс, где производят M&M's. Пчеловоды, чьи пасеки находятся неподалеку, заметили, что их пчелы делают мед неестественных оттенков зеленого и синего. Представитель Британской ассоциации пчеловодов объяснил, что это происходит из-за того, что пчелы питаются сладкими отходами M&M's, что и служит причиной появления цветного меда. 81. Самая часто исполняемая песня в мире «Happy Birthday to You» еще относительно недавно находилась под защитой авторских прав. Эту песню в 1893 году написали учителя из Луисвилла Пэтти и Милдред Хилл. В том же году права на нее выкупил некий Клейтон Самми. В 1998 году компания Warner Capitol Music купила связанную с Самми компанию Birch Tree, одновременно заявив права на песню.
И только в 2015 году Happy Birthday to You юридически стала достоянием всех людей на Земле. 82. Единственная страна в мире с нулевой рождаемостью – Ватикан. Наверное, потому, что в Ватикане нет роддомов, и дети граждан анклава появляются на свет в клиниках Рима. А еще в Ватикане абсолютная грамотность, то есть 100% населения – грамотные люди. 83. В 1967 году Пол Маккартни забыл свой паспорт, когда собирался лететь во Францию на съемки клипа. Он сказал сотрудникам аэропорта: «Вы ведь и так знаете, кто я такой, зачем вам мой паспорт?» И его пропустили на самолет. 84. Цирк в современном виде появился в XVIII веке, а его основоположником считают Филиппа Астлея. Именно он опытным путем вычислил, что для лошадей удобнее всего в полном галопе бежать по кругу диаметром 13 метров. С тех пор именно такой диаметр арены используют в большинстве цирков по всему миру. 85. Национальный оркестр Монако больше, чем вся его армия. В карликовом государстве Монако долг родине отдают 82 солдата. Военный, он же и национальный, и, наверное, единственный оркестр Монако насчитывает 85 человек. 86. Хулио Иглесиас, испанский певец и автор песен, профессионально играл в футбол за Реал Мадрид, но его карьера завершилась после автокатастрофы. Он восстанавливался 2 года. В больнице Хулио по совету медсестры начал играть на гитаре, и это открыло его музыкальный талант. Впоследствии это позволило ему стать самым коммерчески успешным певцом Испании. 87. В Германии распространены так называемые арт-библиотеки, артотеки. В специальных помещениях хранятся картины и скульптуры местных художников, откуда их можно арендовать за минимальную плату и разместить у себя дома или в офисе. Страховка стоит несколько евро. Срок аренды обычно составляет 3 месяца, после чего предмет искусства следует вернуть. 88. Флаг Аляски в 1926 году создал 13-летний мальчик. Это был ребенок русско-алиутско-шведского происхождения по имени Джон Белл Бенни Бенсон из Чигник, сирота. Впервые этот флаг подняли 9 июля 1927 года. Во время церемонии Бенни наградили часами с эмблемой флага и образовательной стипендией в $1000. 89. Пуговицы – полезная деталь фурнитуры и способ сделать одежду нарядной. Их использовали еще до нашей эры, но функциональным элементом они стали только в XIII веке. В средние века пуговицы были модным аксессуаром, и знать порой не пренебрегала абсурдным их количеством. Например, на одном из костюмов короля Франциска I нашито более чем 13 тысяч пуговиц. 90. Полярная крачка мигрирует по уникальному маршруту, благодаря которому она каждый год наслаждается 2 летними сезонами. Эта птица получает больше солнечного света, чем любое другое живое существо на протяжении всей своей жизни. 91. Рыба старая жена – это вид коралловой рыбы, принадлежащий к семейству эноплозовые. Она получила свое забавное название из-за привычки скрежетать зубами и издавать ворчащие звуки, особенно после того, как ее поймают. Кроме того, эта рыба ядовита, как и большинство других видов коралловой фауны Австралии. Она имеет ядовитые шипы и колючки. 92. Болливуд – это не про все индийское кино, а только про то, которое производят в городе Мумбаи. Фильмы Болливуда выходят на таких языках, как хинди, панджаби, урду и английский. Болливуд – вторая по величине киноиндустрия в мире после Голливуда, поэтому актеры являются одними из самых богатых людей Индии, и их гонорары измеряются миллионами. 93. В XIX веке в викторианской Англии большой популярностью пользовалась хромота.
Молодые женщины, насмотревшись на невесту принца Уэльского и икону моды Александру Датскую, которая страдала хромотой из-за ревматизма, стремились следовать ее примеру. В результате обувные мастера стали создавать обувь с разной высотой каблуков, чтобы модницам было удобнее прихрамывать. 94. У Кенни Маккормика есть реальный прототип. У одного из создателей мультсериала «Южный парк» Трея Паркера в детстве был друг по имени Кенни. Он был из небогатой семьи, постоянно носил оранжевую кофту с затянутым капюшоном, из-за чего невозможно было понять, что он говорит. Кенни часто прогуливал уроки, и школьные друзья шутили, что он ушел в иной мир, но через несколько дней он возвращался к занятиям. 95. В 2000 году перед боксерским поединком между Майком Тайсоном и Джулиусом Фрэнсисом все так верили в победу Тайсона, что английская газета The Mirror купила за $40 тысяч рекламу на подошвах обуви Фрэнсиса. Реклама была видна только в момент нокдауна. Тайсон провел 5 нокдаунов за 2 раунда и одержал победу. 96. Если посолить ананас, он станет слаще. Оказывается, в ананасе содержится много фруктовых кислот, а именно яблочной и лимонной. Соль, вступая в реакцию с кислотой, нейтрализует ее. Таким образом, ананас действительно покажется нашим вкусовым рецептором слаще, потому что после нейтрализации кислоты он станет менее кислым. Это сработает и с другими кислыми фруктами, главное не пересолить. 97. Африканизированная пчела или пчела-убийца – вид пчел, выведенный в Бразилии скрещиванием европейской медоносной и африканской пчел. Планировалось создать плодовитый подвид, устойчивый к бразильским высоким температурам. Однако в ходе экспериментов появился очень агрессивный подвид крупных пчел. Им удалось сбежать из лаборатории в дикую природу, где они стали скрещиваться с трутнями и давать плодовитое потомство. Пчелы-убийцы размножаются быстрее обычных пчел, нападают на все живое в радиусе 5 метров и преследуют жертву по полкилометра и более. От их укусов с 1969 года погибло более 200 людей и тысячи были покусаны. Бразильские спасательные службы не смогли с ними справиться даже при помощи огнеметов. 98. В 2015 году одна американка несколько недель боролась с проблемами интернета в своем доме, но провайдер Comcast не реагировал на ее обращение. Она, наконец, смогла решить эту проблему только после того, как написала письмо матери генерального директора Comcast. 99. Блюда, которые мы сегодня называем корейскими, такие как корейская морковь, салаты, соленья и закуски, на самом деле не имеют отношения к аутентичной корейской кухне. Они пришли к нам из кухни советских корейцев, которых переселили в Казахстан и Узбекистан в 1937 году. Находясь в новой среде, эти корейцы старались готовить и есть так, как они привыкли, используя имеющиеся продукты и специи. Единственное, что объединяет эти блюда с аутентичной корейской кухней, это способ их приготовления, они все квашеные, соленые и острые. 100. Одно исследование выявило, что большинство людей воспринимают таблетки темных цветов как более эффективные по своему лечебному воздействию. Но на самом деле цвет таблеток никак не сказывается на их свойствах, это лишь маркетинг. 101. Долгое время считалось, что извержение Везувия, принесшее гибель Помпеям, произошло 24 августа 79 года нашей эры. Но в 2018 году в ходе раскопок ученые обнаружили дом с садом, на стене которого была надпись «16 дней до ноября», то есть 17 октября. Археологи считают, что автор этой надписи обозначил именно дату начала извержения Везувия. 102. Многие простые горожане Вероны поверили в то, что Данте Алигьери побывал в аду и вернулся оттуда.
Женщины на улицах указывали на поэта и шептались: «Посмотри, как его кожа потемнела от огня, а борода и волосы обожжены. Он только что вернулся из преисподней. И он расскажет, как там наш Пио». 103. Шведский инженер Ханс Форсберг придумал умную кормушку для птиц. Кормушка работает на системе с компьютером Raspberry Pi 4, камерой и детекторами и выдает еду только в обмен на крышки от бутылок или другой подобный мелкий мусор. Таким образом, получилось привлечь диких птиц к уборке мусора. 104. В 1948 году доктор Вернер фон Браун написал книгу Des Mars Project, проект Марс, в которой рассуждает о том, как могла бы происходить колонизация Марса землянами. Примечательно, что, по мнению фон Брауна, на Марсе мы найдем высокоразвитую цивилизацию, а марсианское правительство возглавляет некто с титулом Илон. 105. Когда известный советский мультипликатор Иван Петрович Иванов-Вано выпустил свой первый полнометражный мультфильм «Конек-горбунок» в 1947 году, это вызвало огромный резонанс. Фильм был номинирован на Сталинскую премию, а Уолт Дисней, на тот момент уже всемирно известный, рассылал копии «Конька-горбунка» по своим студиям в качестве учебного пособия. Однако Иванов-Вано не был поклонником диснеевского стиля мультипликации и старался избегать его влияния на свои работы, предпочитая использовать классические и народные мотивы. 106. Хотя обычай ношения обручальных колец с женщинами известен со времен Древнего Египта, распространено мнение, что мужчины не носили обручальные кольца до Второй мировой войны. Солдаты завели традицию носить кольцо, чтобы оно напоминало им о любимой женщине и детях, ждущих их дома. Традиция закрепилась и сохранилась до наших дней. 107. Нью-йоркский таксист Ахмед Ибрагим за время работы собрал имена и номера телефонов более чем 2000 своих пассажиров. Он организовал для этих людей более 100 свиданий, 30 из которых привели к длительным романам. За это Ахмеда прозвали таксистом Купидоном. 108. С 1912 по 1948 годы на Олимпийских играх возможно было стать чемпионом не только в спорте, но и в сфере искусства. В таких категориях, как поэзия, изобразительное искусство, архитектура, скульптура и музыка. Одним из главных условий для участия в Олимпиаде было создание произведения, посвященного спорту. Художники изображали спортсменов, а поэты сочиняли стихи о них. Лауреаты, включая творческих участников, получали те же медали, что и настоящие спортсмены. 109. По словам родственников известного Пабло Эскобара, он постоянно жульничал, играя с родными в монополию. Перед началом каждой игры его помощники прятали поблизости дополнительные игровые деньги, чтобы затем Эскобар мог незаметно их достать. 110. Сотрудников спецслужб, которые работают в той же стране, где живут, не называют агентами. Агентов ФСБ и агентов ЦРУ, находящихся, так сказать, дома, называют оперативными сотрудниками или оперативным составом. Российские спецслужбы относят к агентам и российских, и иностранных граждан, работающих на условиях секретного сотрудничества, а в США агенты – это только иностранцы, завербованные ЦРУ. 111. Наверняка многие слышали о Центральном парке в Нью-Йорке, но знали ли вы, насколько он огромный? Его площадь 34,1 квадратного километра. Это вдвое больше площади княжества Монако и в 10 раз больше Ватикана. На территории парка находится довольно крупное искусственное озеро Джекуэлин Кеннеди Онессис Сисивор, ныне названное в честь первой леди США. Жители Нью-Йорка пили воду из этого водохранилища на протяжении практически 2 веков. Вокруг него идет беговая дорожка, по которой в свое время бегали и Жаклин Кеннеди, и Билл Клинтон, и Мадонна, и многие другие. 112. Оказывается, здоровые тюльпаны бывают только скучных расцветок.
Пестрые тюльпаны поражены вирусом, который приводит к интересной мутации. Вирус ломает гены, ответственные за окраску зараженного цветка, это и приводит к появлению полос, разводов и узоров на лепестках тюльпана. Пораженная вирусом луковица становится чахлой и слабой, так что может и не зацвести. 113. Место, которое сейчас занимает Санкт-Петербург, когда-то было в буквальном смысле дном Литаринового моря. По геологическим меркам это было совсем недавно, всего от 8000 до 4000 лет назад. Апулковские высоты, 3 холма на южной окраине города, были берегом этого моря, а вовсе не высотами. Свое название море получило в честь улиток вида Литарина литтора, которые в вареном виде считаются французским деликатесом, а раньше были распространенными обитателями этой местности. 114. В 2000 году группе ABBA предложили воссоединиться после долгого перерыва в концертной деятельности. Контракт подразумевал серию из 100 концертов, за каждый из которых каждому из 4 участников группы выплатили бы по $2,5 миллиона, то есть в общей сложности речь идет о $1 миллиард. Группа отказалась. 115. В настоящее время существует несколько населенных пунктов, где по закону запрещено умирать. Одним из них стало селение Ланхарон в Испании, проблема заключалась в нехватке мест на кладбище. В 1999 году мэр издал закон, запрещающий местным жителям умирать, пока администрация Ланхарона не найдет средства для расширения кладбища. Поговаривают, новые места не появились до сих пор. 116. Из Людвига ван Бетховена пытались сделать Моцарта. Когда у маленького Людвига обнаружились способности к музыке, Моцарт был весьма популярен в Европе, и многие родители мечтали вырастить музыкальных вундеркиндов. Хотя педагогические методы Иоганна ван Бетховена, отца семейства, заслуживают критики, все же, судя по всему, они принесли результат. 117. Болгарский перец содержит намного больше витамина С, чем апельсин, причем чем перец более зрелый, а значит более красный, тем витамина больше. В миске нарезанного красного перца витамина С втрое больше, чем в таком же количестве апельсина. 118. Вдыхание пыли на Луне крайне опасно для жизни, поскольку это не та же пыль, что встречается на Земле. Частицы лунной пыли очень острые, они не подвержены разрушению и представляют собой мельчайшие осколки метеоритов. Если их вдохнуть, они могут разрушить до 90% тканей легких и головного мозга в течение одних суток. 119. Арабские цифры были разработаны в Индии в V-VI веках нашей эры и распространены в мире арабскими учеными, которые совершили визиты в Индию и перевели математические труды на арабский язык. Со временем эти цифры стали известны именно как арабские. В Европе их популяризировал Фибоначчи, он узнал о них, когда изучал математику в Алжире. 120. Как и у людей, в цвете шерсти у кошек важен генетический фактор. Черный окрас обусловлен доминантным геном, однако если у черной кошки присутствует доминирующий ген полосатого окраса, под длительным воздействием солнечного света кошка может стать коричнево-рыжей и полосатой. Это происходит из-за разрушения пигмента эумеланина в шерсти. 121. Во II веке нашей эры в Римской империи жил врач Гален. Он учился медицине в Александрии, был личным врачом Марка Аврелия, разрабатывал новые методы лечения, включавшие в себя лечение лекарствами, диету и гимнастику. За свою жизнь Гален написал более 500 трудов по медицине, в которых он описывал свои научные исследования и опыт в лечении болезней. Поэтому ему пришлось написать еще 2 книги о моих собственных книгах и о порядке моих собственных книг. 122. Для проката мультфильма «Головоломка» в Японии в одной из сцен брокколи заменили на зеленый стручковый перец.
Оказалось, что японские дети ничего не имеют против брокколи, и чтобы они прониклись сценой, в которой Райли отказывается есть этот овощ, его заменили зеленым перцем. Именно этот стручковый перец дети в Японии не любят. 123. В 2001 году компания Pizza Hut доставила пиццу на МКС. Эта доставка заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. Чтобы пицца не потеряла свои вкусовые качества, в нее добавили побольше соли и специй. Пиццу съел российский космонавт Юрий Усачев. 124. Знаменитый американский рэпер Тупак Шакур мог сыграть джедая в «Звездных войнах». Джордж Лукас рассматривал кандидатуру Тупака, известного еще и как голливудского актера, на роль одного из джедаев в фильме «Звездные войны». Эпизод 1. Скрытая угроза. Сам Тупак положительно отнесся к предложению Лукаса. Съемки картины должны были начаться в 1997 году, и рэпер не дожил до них совсем чуть-чуть. Его не стало 13 сентября 1996. 125. Язык программирования Python получил свое название вовсе не в честь змеи. Его автор Гвидо ван Россум рассказал, что назвал его в честь британского комедийного телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Конечно, в подавляющем большинстве случаев Python все-таки ассоциируется с питоном. Иконки файлов в Microsoft Windows и KDE, а также эмблема на официальном сайте изображали змею. Правда, с момента выхода версии 2.5 эмблему на сайте заменили. 126. Моряк Папайя обязан своим существованием ошибке, совершенной в 1870 году. Тогда немецкий ученый Эрих фон Вольф измерял содержание железа в овощах и, переписывая данные из блокнота, промахнулся с запятой и записал 35 мг железа на 100 граммов шпината вместо 3,5 мг. Когда его исследования напечатали, шпинат приобрел легендарный статус. И поэтому, когда придумывали Папайя в 1929 году, кто-то посоветовал сделать именно шпинат его любимой едой. Данные перепроверили и исправили в 1937, но миф живет до сих пор. 127. Психолог Уильям Марстон, известный как изобретатель полиграфа, детектора лжи, также был автором комиксов, самый популярный из которых про Чудо-женщину. Изначально Чудо-женщину звали Суприма. Опыт Марстона с полиграфом убедил его, что женщины более честны и надежны и могут работать более эффективно. Чудо-женщина является психологической пропагандой для нового типа женщин, который должен, я считаю, править миром, писал Марстон. 128. Университет Алабамы провел исследование и получил неожиданный результат. Татуировки могут быть полезны. Нанесение татуировок может усиливать реакции иммунитета и повышать способность нашего организма сопротивляться инфекциям, например, при простуде. 129. Над азбукой Морзе, кроме самого Сэмюэла Морзе, работали и другие ученые и изобретатели. Например, американец Элайя Хоу вместе с Морзе разрабатывал телеграф и систему передачи сообщений. Также в работе участвовали Чарльз Уитстон, Вильгельм Вебер, Альфред Вейл, Джозеф Генри и многие другие. 130. В XVIII веке французский агроном Антуан Пармантье для борьбы с голодом развивал картофельное производство, но многие французы не решались культивировать картофель, боясь болезней и думая, что это несъедобно. Тогда Пармантье придумал трюк. На день он нанимал вооруженную охрану, а на ночь стражи уходили, позволяя людям воровать картофель. Воришки не знали, что это буквально государственная программа, и все остались довольны. 131. Слово «парка», обозначающее длинную теплую куртку с капюшоном, происходит от ненецкого слова. Изначально у народов Северной Сибири верхняя одежда из оленьих шкур называлась порхой или поргой. 132.
Джон Пол Скотт – единственный человек, которому удалось сбежать из знаменитой тюрьмы Алькатрас. Он сделал надувные нарукавники из резиновых перчаток и доплыл до мыса Форт-Пойнт, где следующим утром его обнаружили местные подростки. Скотт был очень ослаблен и переохлажден, поэтому его отправили в больницу, а затем вернули в тюрьму. 133. Согласно данным исследований, чрезмерное употребление сахара может угнетать иммунную систему, так как оно может вызвать воспаление и повреждение клеток. Так что, если хотите реже болеть, логично сократить потребление сладостей до умеренного количества. 134. Один из распространенных сюжетов средневековых гравюр – рыцари, сражающиеся с улитками. Это фольклорный мотив с символическим смыслом. Улитки ассоциируются с меланхолией и медлительностью, а борьба с ними символизировала победу над леностью и бездействием. Кроме того, рыцари могли сражаться и с другими небольшими животными на гравюрах, такими как лягушки или жабы, которые также имеют смысловое значение. 135. Джон Рональд Руэлл Толкин впервые встретил Эдит Мэри Брат, свою будущую жену, когда они были подростками. Они любили проводить время в чайной, бросая с балкона кусочки сахара на шляпы прохожих, пока сахарница не пустела. 136. Все табло на Нью-Йоркском центральном вокзале, показывающие время отправления, спешат ровно на 1 минуту, чтобы пассажиры не опаздывали. В 50-е годы вокзал обслуживал почти 40% всего населения США, но затем, когда самолеты и автомобили составили сильную конкуренцию поездам, вокзал хотели пустить под снос. Одним из самых активных борцов за сохранение архитектурного шедевра стала Жаклин Кеннеди. В итоге здание было внесено в реестр национальных исторических достопримечательностей. 137. Однажды комар помог расследовать преступление. Финская полиция нашла его мертвым в багажнике автомобиля, брошенного угонщиком. Анализ состава крови, которую комар выпил незадолго до смерти, выдал ДНК человека, который уже фигурировал в полицейской базе, и преступника задержали. 138. У игуаны 3 глаза. Третий глаз называется теменным и выглядит как точка на лбу. Этот глаз не может видеть, но чувствителен к изменениям освещения. Игуаны и другие рептилии, а еще некоторые рыбы, используют третий глаз для ориентации в окружающей среде, и именно он оберегает их от внешних опасностей во время сна. 139. Древние римляне любили проводить время в общественных туалетах. Нужно заметить, что древнеримские общественные туалеты не имели никаких перегородок или кабинок и представляли собой ряды сидений с отверстиями. Римляне не считали посещение туалета чем-то интимным и даже наоборот, они активно использовали это время для выстраивания социальных связей. Они разговаривали с друзьями, заводили новые знакомства, сплетничали, а иногда даже обсуждали дела государственной важности. 140. В одном из интервью ведущий телевизионной программы «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска этой передачи. 141. Снежный барс носит хвост во рту. Таким образом, он защищает нос от холода. Несмотря на то, что у ирбисов очень густая и теплая шуба, не будет лишним укутать нос во время сна и отдыха. А самки ирбисов используют хвост еще и для обогрева новорожденного потомства, укрывая им котят. 142. В 1886 году британский публицист и общественный деятель Уильям Томас Стед написал короткий рассказ о гибели людей на тонущем корабле из-за отсутствия спасательных шлюпок. 26 лет спустя он погиб при крушении «Титаника». 143. В своих письмах Антон Павлович Чехов использовал имя Жозефина Павловна, имея в виду часть тела, о которой обычно говорят в грубых выражениях. «Здесь очень холодно, и моя Жозефина Павловна постоянно мерзнет».
144. Золотых запасов Земли хватит, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем металла в 33 сантиметра. Однако большая часть золота находится в геосфере, внутреннем жидком ядре Земли. 145. Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать свою жизнь за ваше право их высказывать. Автором этого знаменитого афоризма большинство образованных людей считают Вольтера. Но Вольтер этих слов не говорил, их придумала Эвелин Холл, его биограф, которая таким образом весьма вольно подытожила некоторые значимые мысли философа в своей книге 1906 года. Афоризм публике понравился и закрепился как якобы оригинальное высказывание самого Вольтера. 146. Россия была первой страной, официально признавшей киберспорт настоящим видом спорта. Это произошло еще в 2001 году. История киберспорта началась с игры Doom 2, которая имела режим сетевой игры через локальную сеть. Благодаря популярности игры Quake в 1997 году в США появилась первая лига киберспортсменов – CyberElite Professional League. 147. Премию Американской академии киноискусства «Оскар» задумал босс студии Метро-Голдуин-Мейер Луис Майер. Первая церемония вручения премии состоялась 16 мая 1929 года в зале Blossom Room отеля «Рузвельт» в Голливуде. Мероприятие было скромным, на него было приглашено всего 270 гостей. Билеты на первый «Оскар» стоили $5, а длилась церемония 15 минут. 148. Фисташки могут самонагреваться и самовозгораться при укладке, хранении или транспортировке в больших количествах. Поэтому фисташковые орехи не следует размещать рядом с горючими или волокнистыми материалами. Причинами возгорания являются высокое содержание масла, трение при транспортировке и тот факт, что после сбора урожая в фисташках продолжаются обменные процессы, при этом процесс расщепления жира приводит к нагреванию. 149. Юджин Сернан – последний человек, ступавший на Луну. Он сделал это в составе экипажа космического корабля «Аполлон-17» в 1972 году, и именно он изображен на легендарной серии лунных фотографий. До сегодняшнего дня после Юджина по поверхности Луны гуляли только роботы, но совсем скоро это может измениться. Космический туризм становится реальностью. Ждем новостей от Илона Маска и его Starship. 150. Художник Илья Репин не считал свои картины завершенными и часто приходил в Третьяковскую галерею, где они были выставлены, чтобы нанести на них последние штрихи. В конце концов, хозяину галереи Павлу Третьякову это надоело, и он приказал не пускать Илью Ефимовича в галерею, если в руках у него мольберт и кисти. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 151. Согласно легенде, умирающий Людовик XIV сказал своей тайной жене Франсуазе: «При предстоящей нашей разлуке меня утешает лишь мысль о том, что она не будет продолжительной и мы скоро свидимся.
Супруга ответила: «Очень любезное утешение. Эгоистом жил, эгоистом и умирает». 152. 3 сентября 1967 года Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее. В автобусах Стокгольма пришлось вырезать двери с правой стороны и передвигать водителя на левую. Особенно досталось трамвайным линиям, их решили снять почти везде, кроме Гетеборга, Норрчопинга и пары линий Стокгольмской области. Переключали светофоры, меняли дорожные указатели, корректировали фары. Логотип перехода встречался даже на женском белье. А еще у правостороннего движения появился свой гимн «Держи вправо, Свенсон». 153. В 2020 году ученые японского исследовательского института Шоуа нашли в Антарктиде коробку с надписью «Экстренный запас еды», которая пролежала там более 50 лет. В коробке оказались банка Кока-Колы и несколько пачек жвачки Лотти. Ученые привезли находку в Японию и передали компаниям-производителям. Представитель Coca-Cola сказала, что такой старой банки нет даже в коллекции самой компании. 154. Ленивцы могут задерживать дыхание под водой до 40 минут. Это больше, чем могут любые другие животные. Такая задержка дыхания возможна из-за очень медленного метаболизма ленивцев, на самом деле им не нужно столько кислорода. 155. Существует причина, по которой клоун Красти из «Симпсонов» изображен похожим на Гомера. По первоначальной задумке создателей, клоун должен был быть тайной личностью Гомера, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, по словам Мэтта Гроунинга, они сохранили сатирическую идею о том, что Барт совершенно не уважает отца, но при этом боготворит телевизионного клоуна, который выглядит в точности как Гомер. 156. На ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. Создатели фильма предложили эту роль Сандре Буллок, но та отказалась. Впоследствии в 2009 году актриса рассказала, что ей предлагали роль Тринити. Возможно, тогда между Буллок и продюсерами возникло недопонимание, в результате чего Пол Нео остался неизмененным. 157. Детские сады в большинстве языков мира называют садами, потому что подразумевается, что в таких местах за детьми осуществляется бережный уход, при котором они растут и расцветают, подобно садовым цветам. Эту концепцию придумал немецкий педагог Фридрих Фрёбель, в 1837 году открывший первое в мире учреждение для ухода за малышами под названием «Киндергартен» – детский сад. 158. Во вступительной музыке к видеоигре Lotus Turbo Challenge 2, 1991 год, тихо звучит сообщение: «Вы не будете копировать эту игру». Такую меру приняли разработчики для, так сказать, подсознательной защиты от пиратов. К сожалению, план не сработал. 159. Что общего у клиентов и рабов? Клиент – человек из среды плебеев, который для того, чтобы получить землю или возможность заниматься ремеслом, вынужден был искать себе патрона. Да-да, именно такое значение имело слово «клиент» изначально, во времена Древнего Рима, откуда оно и произошло. Клиенты не были рабами, но и свободными людьми считаться не могли, так как были зависимы от своих патронов. Такая зависимость называлась клиентела. 160. Когда президента США Франклина Рузвельта парализовало ниже пояса после перенесенного полиомиелита, его жена Элеонора Рузвельт стала, по ее собственному выражению, его руками и ногами. От имени президента она посещала больницы, гетто, тюрьмы и даже поля сражений. Как-то Рузвельт справился у своей секретарши. «Где Элеонора?» «В тюрьме», — ответила та. «Это меня ничуть не удивляет». «А за что?» – усмехнувшись, спросил Рузвельт. 161. Большинство так называемых средневековых орудий пыток – подделки, созданные мистификаторами, шоуменами и мошенниками в конце XVIII – начале XIX веков.
До этого времени не было найдено никаких упоминаний даже о самых, так сказать, популярных и страшных пыточных приспособлениях. 162. Между Турцией и Грецией сформировались особые отношения, названные дипломатией землетрясений. Понятие возникло после серии землетрясений в обеих странах летом 1999 года. С тех пор между Грецией и Турцией действует соглашение об обязательной взаимопомощи в случае землетрясений, независимо от того, каковы отношения стран на момент катастрофы. 163. Канадцы известны своей невероятной вежливостью, они извиняются буквально по любому поводу. Понятно, что слишком частое использование слова, означающего сожаление и признание вины, совершенно обесценивает его значение. Дошло до того, что в провинции Онтарио в 2009 году был принят отдельный закон об извинениях, который гласит: «Извинение не считается признанием вины и выражением раскаяния». Соответственно, принесенные потерпевшему искренние извинения официально ничего не значат, и суд не примет их к сведению. 164. Фрагмент лунного грунта, хранящийся в голландском музее Rijksmuseum, оказался куском окаменевшей древесины. Экспонат был передан премьер-министру Голландии послом США. Посол, в свою очередь, получил камень от астронавтов миссии Аполлон-11 вскоре после их возвращения с Луны в 1969 году. После смерти премьер-министра камень отошел музею. Неприятное открытие подпитывает теорию о том, что американские астронавты никогда не бывали на Луне. 165. Первое сообщение, отправленное по интернету, было в 1969 году. Программист из UCLA пытался отправить слово «логин» в Стэнфордский университет, но машина смогла переслать только первые две буквы. 166. В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами. 167. Зеленые бананы, имеющие острые грани, а не округленное поперечное сечение, не стоит покупать, потому что они не дозреют позже. Их просто слишком рано сорвали. 168. Китайский термин «цзинфэнь», обозначающий человека, который не любит общение и нарушение его личного пространства, дословно переводится как «фин в душе». 169. Альберт Эйнштейн мог стать президентом. В 1952 году ему предложили пост президента Израиля, но ученый отказался. Он объяснил свой отказ тем, что просто не имеет необходимого для этой должности опыта, особенно опыта работы с людьми. В какой-то мере Эйнштейна можно считать основоположником современной израильской науки. Он стал соучредителем университета в Иерусалиме, а позже читал в нем лекции и способствовал созданию университета на горе Скопус и Техниона, технологического института, в Хайфе. 170. В азербайджанском городе Нафталан есть курорты, где кожные заболевания и болезни суставов предлагают лечить погружением пациентов в ванны с нефтью. Нафталан – жидкость из тех самых ванн, названная в честь города, это жидкое негорючее вещество, которое является особым видом нефти, имеет характерный запах, повышенную вязкость и темно-коричневый цвет. В состав нафталана не входит керосин или бензин, поэтому он не используется как топливо. 171. Несмотря на то, что укулеле называют гавайской гитарой, на самом деле она представляет собой гавайскую версию португальской гитары кавакинью. 172. Одна из угроз экономики – пятница 13. Суеверие, которое заставляет миллионы людей по всему миру держаться подальше от общественных мест, вести себя аккуратнее, меньше путешествовать, дает резкое снижение прибыли для торгово-развлекательных компаний.
Кто-то верит, что в этот день слетелись на шабаш 12 ведьм, и 13-м к ним присоединился сатана. В православной культуре есть мнение, что именно в этот день Адама и Еву выгнали из рая, а потом в злополучную пятницу Каин убил Авеля. В альтернативной истории и эзотерических теориях в 1307 году, в пятницу 13-го, французский король приказал арестовать всех представителей ордена тамплиеров, тем самым разрушив братство. Истинные истоки возникновения поверья неизвестны, зато статистика подтверждает, аварий и несчастных случаев в этот день происходит гораздо меньше обычного, авиабилеты распродают с хорошей скидкой. 173. Первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык в 1901 году фактически изменил сюжет, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась. И никто не знал об этом почти 100 лет. История Вальдемара Асмундсена получилась скорее фанфиком, чем переводом, зато она была ярче, откровеннее и страшнее. На месте исландцев мы бы проверили и остальные переводы мировой классики. 174. Однажды Владимир Маяковский подарил своей возлюбленной, Лиле Юрьевне Брик, кольцо с ее инициалами ЛЮБ. Так как буквы были расположены по окружности кольца, они складывались в слово «люблю». 175. Шимпанзе гораздо лучше людей плетут интриги. Причина в том, что шимпанзе живут в конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить собратьев, а люди, наоборот, от рождения склонны к сотрудничеству. 176. В 1995 году Шнобелевскую премию получили ученые из университета Кейо. Специалисты показывали птицам слайды с картинами Пикассо и Мане. Если на экране появлялось полотно Пикассо, голубям давали семечки, если картина Мане, не давали ничего. Птиц учили нажимать кнопку, если они видели слайды с полотнами испанца. Затем голубям показывали картины Пикассо, которые птицы раньше не видели. Они должны были отличить полотна испанского художника от полотен француза. Затем птицам нужно было отличить картины Пикассо от картин Жоржа Брака и Анри Маттиса, а холсты Мане от холстов Поля Сезанна и Пьера Ренуара. Голуби с заданием справились. 177. В миннесотской лаборатории Орфилда есть безэховая камера, фоновый шум которой имеет отрицательное значение – минус 9,4 акустических децибел. Она считается самым тихим местом на Земле. По словам конструктора комнаты Стивена Орфилда, никто не может выдержать в абсолютной тишине более 45 минут. Рано или поздно в камере, где вы отчетливо слышите биение собственного сердца и шум, производимый легкими, вам становится неуютно. Появляются галлюцинации, охватывает жуткая тревога. Кроме того, вы не можете нормально двигаться, так как обычно мозг считывает информацию о положении тела в пространстве, ориентируясь по звукам и эху. Любой, кто оказывается в комнате, вынужден сидеть на полу, что усиливает ощущение неправильности происходящего и беспомощности человека, неожиданно лишившегося слуха. 178. В 2013 году бельгийский клуб FC Racing Boxberg подписал контракт с 20-месячным Брюсом Брайтсом. Тренер бельгийской команды заявил, что контроль мяча у Брайтса просто невероятен для его возраста. Брайтс на тот момент являлся самым молодым членом Бельгийской футбольной ассоциации и самым юным профессиональным футболистом в мире. 179. Съемки фильма «Гравитация» стоили на $27 миллионов больше, чем индийская орбитальная миссия на Марс. Говоря о запуске индийской ракеты-носителя PSLV со спутниковыми аппаратами из Франции, Германии, Канады и Сингапура, который состоялся в 2019 году на острове Шрихарикота, премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил космическое агентство за сохранение контроля над расходами. «Я слышал о фильме «Гравитация».
Мне сказали, что бюджет запуска индийской ракеты в космос меньше стоимости создания этого голливудского фильма, сказал он. 180. Нобелевскую премию не выдают посмертно, однако в 2011 году ее получил американский иммунолог Ральф Стейнман, который на момент присуждения был уже 3 дня как мертв, но Нобелевский комитет не знал об этом. Стейнман получил премию за открытие дендритных клеток и их роли в адаптивном иммунитете. Дендритные клетки играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы, поскольку они необходимы для активации T-клеточного ответа. 181. Гавайскую пиццу изобрели не гавайцы. Первым такой эксперимент провел канадец греческого происхождения Сэм Панопулос в ресторане города Чатэм. Название он выбрал просто по марке консервированных ананасов, которые выложил на пиццу. 182. В гастрольной команде Мадонны есть специальная группа, задача которой – не допустить кражу ДНК певицы. После того, как Мадонна выходит из гримерки, эти работники тщательно вычищают все волосы, частички кожи и капельки ее слюны, и только после этого разрешают доступ в комнату других людей. 183. Действия арабских стран повлияли на дресс-код в Белом доме. Побочным эффектом энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран поставлять нефть в западные страны, стал прогресс эмансипации американских женщин. Именно в этом году в Белом доме отменили запрет ношения брюк для сотрудниц, так как из-за экономии температуру в здании понизили на несколько градусов. 184. Если в помещении, в котором живут пауки, заиграть на скрипке, насекомые тут же выползают из убежищ. Звук заставляет нити паутины колебаться, а для пауков это сигнал о добыче, за которой они сразу вылезают. 185. Найденному в Мексике новому виду подсемейства толстоголовых змей дали название Синапис энигма, где первое слово образовано от испанского «сина», что значит «обед». Дело в том, что первый его экземпляр обнаружили внутри кораллового аспида в полупереваренном виде, что не помешало зоологам распознать уникальные черты, не присущие ни одному другому известному виду. 186. В 1979 году Роберт Барбур из Лос-Анджелеса подал заявку на персонализированный автомобильный номер, указав желаемые слова в порядке убывания приоритета «сейлинг», «боутинг» и «no plate». Последний вариант как отказ от получения, если первые два уже заняты. Однако ответственный департамент, буквально следуя запросу, прислал ему табличку «no plate» – «нет номера», и Барбур решил ее использовать в силу уникальности. Вскоре он начал получать по почте тысячи требований об оплате, так как полицейские, выписывая штрафы за неправильную парковку, для автомобилей с отсутствующими номерами писали в протоколе именно «no plate». Барбур не стал сдаваться и писал многочисленные ответные жалобы, вынудив полицию изменить правила заполнения протоколов. Вскоре требования стали приходить другому автомобилисту, владевшему номером «Missing» отсутствует. 187. Apple не дает разрешения на использование своих гаджетов отрицательными киноперсонажами. Поэтому, когда мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это значит, что данный персонаж положительный либо нейтральный. В детективах или триллерах такая информация может стать спойлером. 188. Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Кало, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело. 189. Первое слово в названии Моны Лизы сами итальянцы пишут «Мона» с 2 «н»,
Это вежливое обращение к женщине, сокращение от Мадонны. А слово «мона» с одной «н» по-итальянски – это либо устаревшее название обезьяны, либо диалектное ругательство, означающее «идиот». 190. В Новой Зеландии для привлечения внимания к редким и вымирающим видам ежегодно проводят выборы птицы года. В 2021 году этот титул получила новозеландская длиннохвостая летучая мышь, хотя и являющаяся млекопитающим. Организация Forest and Bird объяснила решение включить ее в список для голосования тем, что летучие мыши сталкиваются с теми же проблемами, что и птицы. 191. Гренландская акула – уникальный чемпион-долгожитель. Ученые определили, что она может достигать возраста 500 лет. Особям, которых им удалось исследовать, судя по хрусталику глаза, было около 3 столетий. Гренландская акула обитает в ледяной воде, питается редко и ведет очень размеренный образ жизни. 192. На теннисном турнире в Уимблдоне за 2 недели соревнований используется около 53 тысяч теннисных мячей. Одного мяча хватает на 7-9 партий, после этого игроки берут новый. Теннисные мячи Уимблдона хранятся строго при температуре 20 градусов Цельсия. До 1980-х годов спортсмены использовали белые теннисные мячи, но с появлением телевидения и спортивных трансляций телезрителям стало трудно наблюдать за передвижением белого мяча по площадке, и с тех пор игра ведется только желтыми мячами. 193. В истории футбола есть единственный в мире игрок с инвалидностью, становившийся в составе сборной своей страны чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Эктор Кастро по прозвищу «Однорукий бог» потерял в 13 лет большую часть правой руки при неосторожном обращении с пилой, но травма не разрушила мечту мальчика стать великим спортсменом и выбраться из бедности. Эктор хотел быть вратарем, но травма определила его будущее в спорте, подарив уругвайской команде «Насьональ» одного из лучших нападающих. За 12 лет своей карьеры в качестве форварда он провел 231 матч и забил в ворота соперников 149 мячей. Еще 24 гола Эктор записал на свой счет в 25 международных встречах. 194. Джеймс Кэмерон продал сценарий «Терминатора» за $1. Никому неизвестный сценарист и еще не режиссер увидел во сне сцену, как робот с красным глазом ползет за женщиной и пытается ее убить. Когда Джеймс примчался с этой идеей к своему агенту, поддержки он не получил. Агент был уволен, сценарий написан, и Джеймс начал обивать пороги киностудий в поисках продюсера. Главное условие одно – режиссировать картину должен был сам Кэмерон. Рискнула незнакомка, ставшая в будущем его женой, Гейл Энн Хёрд, и вложила в картину $6 400 000. «Терминатор» имел ошеломительный успех в мировом прокате и собрал в 1984 году $78,4 миллиона, а Джеймс Кэмерон обрел известность и заслужил авторитет, открывший ему двери в киноиндустрию. 195. В Древнем Египте люди поклонялись не только богам, но и луку. Этот овощ символизировал вечную жизнь. Изображения сцен поклонения луку были найдены на стенах пирамид и в различных гробницах. При этом поклонение луку совершенно не мешало египтянам употреблять его в пищу. 196. В 2008 году Национальный зал славы игрушек США включил в свою коллекцию палку как самую древнюю игрушку. Палка развивает фантазию и воображение, в зависимости от размера может служить аксессуаром в играх и мальчиков, и девочек, прекрасным элементом декора и основой для детского творчества. Мы играем палочками с собаками, рисуем ими на песке, подбираем по форме, цвету и размеру в зависимости от идеи, превращая их в персонажей, используя для фокусов и колдовства. Трудно определить, где начинается история палки в качестве игрушки. 197.
Все слышали про круговорот воды в природе, но какой временной интервал он занимает? Капля воды проводит в среднем 9 дней в атмосфере, прежде чем упасть обратно на Землю. Но если капля попадет в океан, она может снова испариться только через 3000 лет. 198. Электрик индийской деревни Ганишпур регулярно по вечерам отключал электричество во всей деревне. Когда жители начали жаловаться, выяснилось, что мужчина делал это, чтобы его свидания с возлюбленной остались тайными. Жители деревни вычислили влюбленного своими силами, а позже заставили пару пожениться. 199. Острова Дезапоинтман, острова разочарования, группа островов во французской Полинезии. Их открыл британец Джон Байрон в 1765 году. Он назвал их так, потому что местные жители относились к нему враждебно. 200. В 1783 году британец Джон Митчелл, естествоиспытатель и геолог, и по совместительству священник деревни Торнхилл, опубликовал статью об объектах, которые он называл темными звездами, подразумевая черные дыры в космосе. На его исследования никто не обращал внимания. До 1970-х годов. Еще он открыл волноподобную природу землетрясений, осуществил целый ряд оригинальных исследований в области магнетизма и гравитации, предложил способ производства искусственных магнитов. Его называли отцом сейсмологии. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 самыми неожиданными фактами, которые расскажут о нашем мире. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Исследования показывают, что застилание кровати каждый день увеличивает вероятность стать миллионером на 206%. Вот такими у нас получились 200 самых неожиданных фактов, которые расскажут о нашем мире. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.